Добро пожаловать в Монтеверде! А мы едем в Монтеверде на машине, и отправной точкой является город Сан-Хосе. Мы наконец приехали в парк. Дорога обычно занимает примерно 3 часа, но из-за того, что на трассе случилась авария, мы сюда ехали целых 5 часов. Итак, а теперь вернемся обратно в парк. Мы купили билеты заранее онлайн, но все равно нужно было подойти на кассу, чтобы взять распечатанный билет. Сейчас мы идем на прогулку в этом парке, а потом нас ждет тарзанка. Длина тропы в этом парке составляет 3 километра. Но самое интересное здесь, конечно, не деревья, а подвесные мосты. Туманный лес Монтеверде находится на высоте 1200-2000 метров над уровнем моря. Здесь всегда очень влажно и ветрено, поэтому если вы собираетесь в Монтеверде, то не забудьте взять куртку. Монтеверде переводится с испанского как «зеленая гора». Так что мы сейчас гуляем по Зеленой горе. Здесь находится куча мостов, которые соединяют эти горы, и с этих мостов открывается такой красивый вид. Ну и, честно, сами мосты здесь тоже очень красивые. Я не знаю, на какой высоте находится этот мост, но, если честно, здесь немножко страшно, потому что этот мост довольно высокий. Вы просто посмотрите на этот нереальный вид. Когда дует сильный ветер, этот мост начинает раскачиваться и становится еще страшнее, чем было. What do you think about the bridges? You can speak in Russian. Что ты думаешь по поводу мостов? Очень круто. Чего ты say? Really cool. Как тебе мосты? Очень круто. Мне сейчас тоже очень понравились мосты, потому что открывается такой нереальный красивый вид, но немного страшно на этих мостах, если честно. Сейчас мы идем на мост, длина которого 157 метров, и находится он на высоте 31 метр. Отсюда открывается просто нереальной красоты вид, и этот мост находится на самом деле очень высоко, но из-за макушек деревьев здесь не кажется, что это так высоко. Вон там можно видеть, как быстро двигаются облака. Так как здесь очень влажно, я взяла с собой дождевик, но пока что он еще не пригодился. Как ты думаешь, сколько мостов мы пришли? Не
знаю. Пять? Мне кажется, 4. Yes. Окей. Семь. Здесь довольно сильно дует ветер, поэтому приходится пережидать какие-то моменты, чтобы что-то записать. И здесь так быстро меняется погода. То светит солнце, например, как сейчас, то снова темно. Обычно дорога в Монтеверде занимает примерно 3 часа, но мы так рассчитывали, что мы сюда приедем, здесь пообедаем, потом пойдем в парк, но из-за того, что мы стали в пробку, и мы ехали 5 часов вместо 3, в итоге мы не успели пообедать. А еще мы обычно не завтракаем, и сейчас уже час дня, и я такая голодная, я так хочу есть, но я, честно, не знаю, когда мы сейчас поедим. Также в этом парке можно купить тур с гидом, и гид вам покажет, расскажет разные растения и так далее, но мы как-то не очень были в этом заинтересованы. У нас еще есть целый час до тарзанки, и я такая голодная, мы наконец решили поесть, сейчас что-нибудь поедим, но нужно быть осторожными, не переесть. Мой чизкейк и горячий шоколад, смузи с клубникой и бургер. На выходе из ресторана я увидела коати, искавшего еду. Коати – это дальние родственники енотов. Это животное распространено с юга Северной Америки до северной части Южной Америки. Это животное всеядное, оно ест, что придется. Ну все, мы пообедали, сейчас мы собираемся скатиться на тарзанке. Наконец настала наша очередь на зиплайн, но сначала нужно подготовиться. Мы уже готовы, на нас надели все оборудование. Сейчас мы ждем, пока оставшийся народ соберется, и мы будем скатываться с тарзанки. Тебе понравилась прогулка по лесу? Да. Did you like walking in the forest? Немного. The first half was more exciting than the second half. Okay, were you scared on bridges? Через несколько секунд мы скатимся с тарзанки. Ты боишься? Нет. А я боюсь. Если честно, очень страшно. This one is a couple together. So you with him? Yep. I don't know her. We're married. Oh! You need only keep your hands on the rope. When you see that sign, in that moment you need break. Don't signs, don't break. Clear? Put your ankles around her waist. Okay. Don't break. Это было так круто. What do you think? That was pretty fun. Нам провели инструктаж,
И сказали, что если вам показывают определенные знаки, мы должны либо притормаживать, либо двигаться дальше. И мне показалось, и Алексу тоже, что нам дали знак притормаживать. И мы начали притормаживать, и в итоге мы застряли. Мы сейчас стоим в очереди на еще один спуск. И нас спросила женщина, там что-то кричали, это на вас кричали. Люди тут подумали, что мы то ли свалились, то ли что. А нет, мы просто немножко затупили. Мне кажется, это один из немногих туров, которые реально оправдывают свою цену. Мы сейчас проехали, я не знаю, наверное, 9 или 10 канатов, и кажется, это еще не все. Я думаю, мы могли пропустить экскурсию по лесу, потому что вот сейчас мы ходим между платформами через тот же самый лес. Здесь так высоко, и здесь так просто тяжело дышать. Я ошиблась, мы проехали уже 12 платформ, 12 канатов. Мы сейчас собираемся туда спрыгнуть. Алекс оказался слишком толстым, поэтому прыгать буду только я. Я не знаю, мне кажется, я это не сделаю. Он толстый. Мое сердце до сих пор бьется очень сильно. Мне кажется, она сейчас просто выпрыгнет. People were laughing at her scream. It was weird. Особенно страшно, когда ты летишь в одном направлении, а потом ты подвисаешь. И вот в момент, когда ты подвисаешь, мне кажется, самое страшное. А потом ты летишь обратно. Я просто не верю, что я это сделала. Что самое обидное, я полностью зарядила GoPro, но мы не знали, что тур продлится целых 2 часа. И у меня села батарейка, камера полностью выключилась перед самым последним этапом, где была самая длинная тарзанка. И эта тарзанка была целый километр длиной. Сейчас катались целых 2 часа на тарзанках. Было очень круто. Сначала, когда ты только начинаешь скатываться, немного страшно, а потом вроде ничего, привыкаешь и просто наслаждаешься видом. Сейчас мы собираемся поужинать вот в этом месте, а потом мы поедем обратно в Сан-Хосе. Если вы собираетесь в Коста-Рику, то лучше кушать в местах, которые называются сода. Они дешевле, чем рестораны. Мы поели, все было очень вкусно, а теперь мы собираемся ехать в Сан-Хосе. Но на этом наше приключение заканчивается, и сейчас нас ждет дорога в Сан-Хосе. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал, потому что на этом канале мы посетим еще очень много новых интересных мест.